Привет, друзья! Вот и завершили мы проект по самосбору с кинематикой CureXY на профилях отечественного производителя с высококачественными комплектующими от проверенных магазинов, а также достаточно большой областью печати 310 на 310. При этом принтер был собран своими руками, человеком без опыта в электрике, электронике, инженерии и программировании. Тем самым я доказал, что это возможно, а значит с этим справится любой из вас. Качество и стабильность печати принтера мне очень понравились, и на этом можно было бы остановиться. Но, как оказалось, не у каждого зрителя есть мастерская на балконе и специальный инструмент в виде болгарки, пилки по металлу и всевозможных буров и напильников. Да и не каждому супругу позволит это делать в квартире. Поэтому я решил пойти вам навстречу, разработал в Autodesk Inventor новую версию самосбора под названием All Inclusive, которая не потребует специального инструмента. Все детали крепления механики и корпуса будут вырезаны на специальном лазерном оборудовании с высочайшей точностью, которую очень сложно добиться в домашних условиях. Каркас принтера остается прежним, собранным из станочного выслотообразного профиля, согласно второго видео по сборке самосбора. Но вот обшиваем его мы 1 мм листом стали, который был предварительно окрашен порошковой покраской. И как вы уже заметили, на передней панели я сделал даже гравировку логотипа своего канала, который смотрится просто превосходно. Также сделано специальное отверстие под гигрометр, которое определяет температуру и влажность в камере. А это очень важно при печати ABS, нейлоном и самой просушке пластика. Рядом стоит кнопка освещения для светодиодной ленты. Это очень удобно. В качестве дверей буду использовать стекло. Оно дешевле и более эстетично смотрится. А вот петли для стекла будут напечатаны на этом же принтере после сборки. Также в данном листе присутствует операция гибким металлом, чтобы было удобно пользоваться передней панелью, даже если принтер будет стоять на земле. Сделаны вырезы под TFT экран версии 2.0. А вот второй вырез это под гигрометр, который определяет влажность температуры в боксе с электроникой. Два слота под TFT карты для материнской платы и самого экрана, ну и кнопка выключения принтера. Боковые панели полностью идентичны, и на них присутствует вырез под ручку для удобного перемещения принтера. А внизу два выреза под 80 мм вентиляторы охлаждения электроники. На правой боковой панели они работают в режиме вдув, а на левой наоборот, на выдув, для эффективной циркуляции воздуха и охлаждения нашей материнской платы. Задняя панель у нас монолитная, за исключением отверстий под ремни. Как вы уже поняли, моторы осей находятся за пределами корпуса для уменьшения перегрева двигателей и, соответственно, пропуска шагов. К примеру, мой друг купил себе за 300 тысяч рублей 3D принтер Picasso 3D Designer XL. И даже катушку пластика не отпечатал, пришлось отвезти по гарантии в ремонт из-за перегрева и смещения слоев. К тому же все детали принтера уникальны, а их замена обойдется в половину стоимости принтера. Верхняя крышка самосбора сделана из 1 мм листа с подальшей гибкой. И там также будет установлено стекло с магнитным фиксатором собственной разработки. Вся электроника размещена на дне принтера, в котором сделаны крепежные отверстия, а также отделена от термокамеры специальными съемными панелями для быстрого доступа к материнской плате или же другим комплектующим. Переходим к механике. Рама стола сделана также методом лазерной резки и гибки, но уже с 2 мм стали для обеспечения максимальной жесткости. А вот крепление осей Z моторов, крепление шкивов осей и держателей моторов X, Y сделаны из 4 мм горячекатанной стали, которая в 2 раза тоньше алюминия и превосходно держит механические нагрузки, особенно резьбу. Если вы уже заметили, то центральная балка оси X полностью монолитна, и портал по оси Y теперь перемещается на 4 каретках для уменьшения диагональных нагрузок на рельсы. Каретка оси X сделана из 2 мм стали, методом гибки для установки директ-экструдера, но при этом обладает более высокой жесткостью и небольшим весом. Как видите, друзья, проект получился действительно доступным, так как большая часть операций будет делаться без вашего участия и на очень точном оборудовании. А вам останется только собрать его и настроить, и это ничем не будет отличаться от сборки обычных кит-наборов из Китая. Остается только найти компанию, которая сможет выполнить все эти операции на одном производстве и само собой даст хорошую цену. После недельного мониторинга я определился с фирмой, чтобы отвечала всем моим требованиям. Ею оказалась компания Martinsid Plus, которая с 2014 года специализируется в металлических изделиях различной сложности, как серийных, так и нестандартных. Осуществляет полный цикл производства, с которым вы можете также знакомиться на сайте компании laserrezka.com.ua. Передо мной встал выбор между нержавейкой без покраски и черным металлом с покраской. Я решил в пользу эстетики и выбрал порошковую покраску по выбранному цвету. И не ошибся, так как внешний вид действительно впечатляет.
Качество и точность изготовления деталей получилось на высоком уровне. Особенно понравилась гравировка на металле моего логотипа. Каретку ICX некоторые компании отказывались делать, так как считали, что она очень сложная. Но Martin Seed Plus справился с этой задачей без проблем. За всю работу вместе с материалами заплатил 2250 гривен. Плюс доставка почты обошлась в 200 гривен. Итого получилось около $92 за такую красоту. Но самое главное, я избавился от лишней работы специнструментов, от потраченных нервов, от дополнительных расходов, так как за меня сделали все это специалисты на точном, качественном оборудовании. И теперь этот проект поистине можно назвать all-inclusive, доступный всем. А мы переходим к сборке и первым делом уложим нашу электронику на дно принтера. Специальное крепежное отверстие под каждый элемент. Для крепления блоков питания я использую винты с потайной головкой М4. При этом хочу отметить, что точность позиционирования отверстий очень высокая, и все блоки питания встали отлично. Переходим к установке понижайки LM2596 для кулеров обдува материнской платы. Для этого используем винты М3, которые с обратной стороны контрим гаечками. Данные гайки приподнимут электронику, чтобы контакты платы не дотронулись до металлического дна. Ну и на всякий случай заизолируем изолентой. Установил LM2596, фиксируем гайками М3. Точно так же в соседние отверстия вставляем винты М4 и гайками М4 фиксируем. Для последующей установки MOSFET стола. При этом обратите внимание, чтобы контакты MOSFET не цеплялись за металлическое дно, иначе будет замыкание. Такую же процедуру проводим и с 4 нижними отверстиями. При этом используем винты М3 более длинные. Накручиваем не одну гайку, а сразу 3, так как будем устанавливать материнскую плату. Ее нужно поднять как можно выше над нашим дном. Для максимального охлаждения драйверов материнской платы мы будем использовать кулеры 40×10, которые предварительно установим на специально подготовленную раму, для установки которой нам также придется законтрить 2 винта М4. Далее ставим раму, фиксируем гаечками. И как вы уже заметили, на раме есть специальные вырезы, которые позволяют сдвигать ее влево или вправо, для того, чтобы обеспечить максимальный обдув драйверов. После этого подключаем MOSFET и всю остальную электронику согласно видео «Самосбор CoreXY», часть 6. Там более подробно все рассказано. Переворачиваем крышку дна электроники, чтобы по углам установить специальные резиновые ножки. Изначально я хотел купить их в Китае, но потом передумал, когда вспомнил про пластик Flex от компании Plexivile. Это замечательный материал, которым можно напечатать все что угодно. Он отлично имитирует резину и по своим механическим свойствам ничем ей не уступает, и даже лучше. При этом можно распечатать уникальную геометрию, что я в принципе и сделал. Крепить крышку дна электроники мы будем с помощью винтов М4-6 с потайной головкой и Т-образных гаек, но предварительно рассверлим фаски с помощью большего сверла. И после того, как нанизали все гайки и винты, переходим к установке на наш 3D принтер. При этом раму переворачиваем на бок, или же лучше всего перевернуть вверх ногами, фиксируем шестигранником и после этого ставим все на место. И в итоге мы получаем прекрасный результат. Все компоненты находятся на своих местах. Очень удобно, компактно. На этом я буду видео заканчивать. С электроникой мы разобрались. Перед нами остается задача установить всю механику, проверить, чтобы она исправно работала. Но это уже будет в следующем видео. Надеюсь, этот проект All Inclusive вас заинтересовал, так как в него я вложил душу, много сил, времени, упорства и сделал его максимально доступным каждому. Если это видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Под видео я разместил ссылки на проверенные магазины из Китая. С вами был Макс. До новых встреч. Увидимся.